Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю торт подарочный. Торт подарочный – это один из самых простых советских тортов, а для меня он один из самых вкусных советских тортов, поскольку это торт со вкусом детства. Очень нежный, влажный бисквит, вкусный крем и много-много жареного арахиса. Итак, давайте начнем готовить. Для бисквита нам понадобится 5 куриных яиц среднего размера, 150 грамм сахара и 150 грамм муки. Часть муки я заменила на картофельный крахмал. Можно взять 1-2 столовые ложки, я на этот раз взяла 30 грамм, а можно готовить бисквит без крахмала, только на муке. И несколько капель ванильной эссенции. Готовить бисквитное тесто я буду без разделения яиц на белки и желтки, поскольку так гораздо проще. Поэтому берем яйца целиком, сначала их взбиваем миксером, затем постепенно будем добавлять сахар. После того, как это будет сделано, я миску с яичной смесью поставлю на водяную баню и подогрею до очень теплой и до полного растворения сахара. Делается это для того, чтобы облегчить процесс взбивания. Желток – это жир, он сжимает белок и не дает ему раскрутиться в пышную воздушную массу. И поэтому мы смесь слегка подогреваем, чтобы этот процесс шел проще и легче. Для водяной бани я вскипятила в кастрюле небольшое количество воды. Вода не должна касаться дна миски. Ставим сверху миску и взбиваем. Взбиваем на малых оборотах миксера. Здесь у нас задача не взбить яичную массу, а ее прогреть и полностью растворить сахар. Теоретически нужно прогревать до температуры 40 градусов Цельсия. Но вполне будет достаточно, если яичная масса будет ощущаться как теплая и полностью растворится сахар. То есть кристаллики сахара не будут ощущаться при растирании. Миску снимаем с водяной бани и взбиваем. На этот раз уже без нагрева. Взбиваем, постепенно увеличивая скорость вращения миксера до образования светлой воздушной массы. Но поскольку светлая воздушная масса – это такое расплывчатое понятие, а недовзбитость яичной массы – это одна из основных причин неудачи с бисквитом, я вам сейчас покажу, что мы хотим получить в итоге. Нам нужно, чтобы след, оставленный на поверхности, оставался видимым в течение 10 секунд. Вот посмотрите, след от теста, он не исчезает сразу, не стекается, остается видимым в течение 10 секунд, а то и более. И только после этого можно вмешивать в тесто муку. Смешиваем крахмал и муку и вмешиваем в тесто в 2-3 приема. Просеиваем примерно треть всей муки с крахмалом. Как видите, мука остается на поверхности, она не проваливается. Это тоже говорит о том, что яичная масса хорошо взбита. Сверху добавим 2-3 капли ванильной эссенции. И замешиваем бисквитное тесто. Замешиваем его очень аккуратно, быстро, складывающими движениями снизу вверх. В общем, все как всегда. Мне удобно замешивать венчиком, но можно замешивать лопаточкой, руками, кому как удобно. Вмешиваем быстро, аккуратно, но в то же время следим, чтобы не было ни промеса, чтобы в тесте не оставались сухие мучные комки. И попутно хотела сказать, что я замешиваю бисквитное тесто без разрыхлителя, поскольку не вижу необходимости в его использовании. Если яичную массу хорошо взбить, она и так даст хороший воздушный легкий бисквит. Но если вы хотите подстраховаться, то вы можете его немного добавить. Ничего плохого в этом нет. На такое количество яиц я бы взяла примерно пол чайной ложки. Смешивайте разрыхлитель с мукой и далее действуйте по рецепту. Вот такое легкое воздушное бисквитное тесто у меня получилось в результате. Выпекать бисквит я буду в прямоугольной форме. Размер моей формы примерно 22 на 31 сантиметр.
Честно говоря, это неудобный размер, и вы потом это увидите при сборке. Лучше, если форма будет квадратной, скажем, 22 на 22. Дно формы я застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала. Выливаем бисквитное тесто, распределяем и выпекаем. По правилам бисквит нужно выпекать в горячей духовке при температуре 200 градусов Цельсия, но здесь многое зависит от самой духовки. Я пеку бисквит при более низкой температуре, при 170, но максимум 180 градусов Цельсия. Первые 20 минут дверцу духовки не открываем, поскольку бисквит может осесть. Выпекаем бисквит до пробы на сухую палочку. То есть деревянная палочка, воткнутая в центр бисквита, должна выходить чистой, без следов теста. Этот бисквит у меня пекся примерно 30 минут, но время исключительно для ориентировки, поскольку многое будет зависеть от температуры выпечки и от толщины бисквитного слоя. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку и оставляем минут на 30. Форму даже можно перевернуть, для того, чтобы бисквит получился ровным. После того, как бисквит остынет, его можно будет вырезать из формы. Проходим ножом по краям формы. И вот таким образом совершенно легко достаем бисквит. Бумагу пока не снимаем. Кладем бисквит на решетку и оставляем на рабочем столе при комнатной температуре на 8-12 часов выстояться. За это время бисквит уплотнится, немножко подсохнет, и он легко перенесет пропитку. И уже непосредственно перед сборкой торта мы снимаем с бисквита бумагу и бисквит разрезаем. К сожалению, у меня были очень неудобные размеры формы, и поэтому мне пришлось от бисквита отрезать 1/3, и в результате один из коржей у меня был составным из двух частей. Каждую часть бисквита разрезаем вдоль пополам. И посмотрите, какой бисквит нежный и воздушный. И это при том, что я готовлю тесто совершенно без разрыхлителя. Я разрезала пополам большую часть бисквита, разрезала пополам отрезанную треть, и в результате у меня получится 3 коржа толщиной примерно 1,5 см. Один корж будет составным из двух частей. Итак, с коржами мы разобрались. Подготовленные коржи пока откладываем. Займемся приготовлением крема. Для крема нам понадобится 200 грамм сливочного масла, 180 грамм сахара, 120 мл молока, 1 куриное яйцо среднего размера, пакетик ванильного сахара, это 10 грамм, и столовая ложка коньяка. Молоко переливаем в кастрюльку. Сюда же всыпаем сахар. Небольшое количество сахара оставьте. Ставим на огонь и при нагревании добиваемся, чтобы у нас сахар полностью растворился. Молоко нагреваем практически до кипения, но не кипятим. Пока молоко нагревается, взбиваем яйцо с сахаром. Сюда же всыпаем ванильный сахар. И затем постепенно, тонкой струйкой, не прекращая взбивания, будем вливать горячее молоко. Первые порции должны быть совсем небольшими, чтобы яйцо не свернулось. А затем можно добавлять молоко посмелее. Яичную смесь переливаем обратно в кастрюльку и идем к плите уваривать. Увариваем на быстром огне при интенсивном постоянном помешивании. Варим до загустения. Густеет довольно быстро, на все про все буквально 5 минут. И при этом очень важно яичную массу не перегреть. Неудобно периодически сдвигать кастрюлю на край плиты, но при этом, конечно же, не прекращая интенсивно перемешивать смесь, для того, чтобы она не перегрелась. И опять ее возвращать на плиту. Ну вот уже и загустело, снимаем с огня. И сейчас на рабочем столе я вам покажу, какая у нас консистенция. Сейчас масса жидкая, но когда она остынет, она станет значительно гуще. Сразу же переливаем в отдельную миску и даем остыть до комнатной температуры.
А чтобы в процессе остывания у нас сверху не образовалась корка, мы либо кладем пленку прямо на поверхность, либо периодически подходим и перемешиваем. Пропитывать коржи мы будем сахарным сиропом. Для его приготовления нам понадобится 100 грамм сахара, 110 мл горячей воды и 25 грамм спиртного. Обычно берут 50 на 50 светлое десертное вино и коньяк. Либо просто коньяк, то есть 25 грамм коньяка. Это такая хорошая порция. И несколько капель ромовой эссенции. Горячую воду вливаем в сахар и при нагревании добиваемся его полного растворения. Нагреваем любым удобным для вас способом. Дадим подостыть и вольем коньяк и ванильную эссенцию. Я коньяка добавлю совсем немного, просто торт будут кушать дети, поэтому я не добавляла полную порцию. Размешаем и дадим остыть до комнатной температуры. И наша пропитка готова. Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника и дать ему согреться. Оптимальная температура 20 градусов Цельсия. Для крема сначала взбиваем сливочное масло. И затем во взбитое масло будем постепенно, не прекращая взбивания, добавлять уваренный сироп. Не спешим, добавляем малыми порциями, каждую последующую порцию только после того, как масло вобрало ранее добавленную порцию сиропа. Периодически крем собираем со стенок посуды, чтобы не было ни промеса, чтобы крем получился однородным. И взбиваем дальше. Когда весь сироп будет добавлен, проработаем крем-миксером еще 1-2 минуты и добавим коньяк. Размешаем, и наш крем готов. Он получается вот таким очень красивым, легким, воздушным и очень вкусным. И у нас все готово для того, чтобы собрать торт. На сервировочную тарелку выкладываем первый корж и хорошо его пропитываем. Как правило, нижний корж пропитывается наиболее интенсивно. Ему дается самая щедрая пропитка. Но здесь, конечно же, все по вашему желанию. Выкладываем примерно треть всего подготовленного крема. Разравниваем. Выкладываем следующий корж. У меня он будет составным из 2 частей, но ничего страшного в этом нет. Подравниваем, пропитываем. Промазываем кремом. Отодвигаем торт в сторону и сначала пропитаем третий корж. Выкладываем пропитанной стороной вниз, торт подравниваем. Сверху распределяем крем. Крем промазываем борта торта. И нам останется всего ничего украсить торт. Для украшения нам понадобится 150 грамм жареного арахиса и буквально пару чайных ложек сахарной пудры. Жареным арахисом просыпаем верх и борта торта. Немножко сахарной пудры сверху, и наш торт готов. Ставим его на несколько часов в холодильник, чтобы торт пропитался и хорошо охладился, и можно всех звать к чаю. Торт получается действительно очень вкусным, очень простым и понятным. В нем все просто, вкусно, гармонично и нет ничего лишнего. Нежные влажные коржи, вкусный крем и много-много арахиса. Итак, наш торт подарочный готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вас удивит и порадует. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.